как он там разошелся, не на шутку. Запись, Андреевич. Запись, мотор, поехали. Ты когда купишь что-то хуй? Я в фильмах видел, мне нравится, когда машут. Хорошо. И стульчик здесь. Надо Режиссера. Ну девчонку, что, трудно девчонку нанять, чтобы она вот так делала? Давай, все. Ну что, нельзя теперь у нас на Можно. канале? Дождь, блядь. Дождь. Кому дождь, кого останавливал когда-то? Ладно, все, без шуток теперь. Давай, все. Серьезный аппарат, серьезный обзор, серьезные люди. Ой, ну дятина будет. Все, начинаем. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши многоуважаемые, бесценные наши друзья, подписчики наши и зрители, просто как там, гости канала. Че гости, да, брошенные? Сразу становитесь нашими подписчиками и будете тоже многоуважаемыми и бесценными. Ты заметил, какая тишина? Смотри, как охуенно, ты прикинь. Снимали обзоры, блядь. Хочется поматериться, понимаешь, от счастья. Ладно, короче, да вот ты меня опять перебил со своей тишиной. Сейчас ты сглазишь, сейчас дождь лупанет. Короче, друзья, сегодня у нас на обзоре бэушечка, вторичечка. Меня просили, писали люди. Может, не так много комментариев, но мы не можем оставить без внимания прям всех наших подписчиков. Поэтому есть категория людей, которым интересны бэушные автомобили. Они рассматривают к покупке, скорее всего, эти люди, почему им интересно, потому что рассматривают к покупке не новый автомобиль. И я их понимаю, сам иногда вот засматриваюсь, думаю, вот эту машину бы взял, новая стоит там, 80, год-два, бах, 40. Ну, нормально же. И да, я хочу сказать, вот низкий поклон Toyota, потому что она, короче, цену набивает, и только растет в цене. И ты ее хер купишь, короче. Ну, Да и нахер она нужна. И нахер она нужна. А вот хорошие машины есть, которые цену не так сильно держат, и за это хочется сказать спасибо им за то, что не так сильно, зато они доступнее, и ты можешь покайфовать на хорошей тачке. Вот сегодня одна из таких машин у нас на обзоре. У нас на обзоре сегодня 22 года GLE Mercedes. Бабам! Вот так, короче, ты можешь здесь музыку такую, буф, помпезную, типа, ну, под Mercedes что-нибудь такое. Ты нам мне придумать надо. Можешь про Баха Volkswagen бахнуть. придумал Баха какой-то. бахнуть можешь такой? Ну, марш там такой. За Баха нас отбахают. А, ладно, тогда, ну да, так, тут вопрос, короче. Ну, а такую коротенькую музыку на 3 секунды. Раз, и черный Мерседес появляется. Слушай, а я знаешь, что хотел вначале сказать? Чтобы подписывались. Не только на YouTube. Может, это сейчас сказать? Да на здоровье. Можно, да? Можно вообще в процессе всего видео говорить. Говорить Да, периодически. причем перед А чем-то мы можем- важным. Обязательно вот так перед чем-то важным. Раз и такое. Подпишись. Подпишись. Просто так Вот смотреть. так. Я согласен с тобой. Вот эти вот, знаешь, типа на пол шишечки нам не надо. Не вашим, не нашим. Да, нам надо вот серьезных людей, короче. Ну, в общем, насчет подписки, да. Короче, давайте сделаем так. Я на Телеграме сижу, Серега на Инстаграме сидит. Подписались, перешли. Что, трудно, что ли? Ну, реально, ну, нам не трудно для вас выехать, найти машину, найти, место, где снимать, уговорить, если нам не дают машину. Вам трудно подписаться? Телеграм, Инстаграм, YouTube. Хотя бы вот это 3. Сделайте, пожалуйста. Все, в Телеграме общаемся, там быстро туда-сюда, короче, пообщались, ответили на вопросы, что-то между обзорами поснимали. То же самое Серега делает в Инсте. В общем, все, подписались, и теперь дальше к обзору. GLE Mercedes, легендарная машина. Ну, то есть не а машина. Ну, она в натуре легендарная. Это вот из Мерседесов у меня 2 модели любимых. Это GLE и даже вот в предыдущем кузове. И они там прям вот, ну вот сказка есть машинки. У них даже там в предыдущем кузове были еще двигателя настоящие прикольные. И вот этот кузов, когда он только вышел, я сразу сказал, все, бестселлер. Эта машина вот просто покоряет. Так оно и есть. Вот эти 2 кузова мои самые любимые. И S-класс, предыдущий тоже кузов. Их там столько кузовов, короче, по цифрам назвать. Да, я не буду называть по цифрам. Пусть останется секретом. Короче, S-класс Мерс мне очень сильно нравится. И GLE. Ну, чисто по внешке. Что там по салону, будем сегодня разбираться. Внешка, короче, внешка, ну, сногсшибательная, согласись. Вот ты тоже вот смотришь. Охренеть. И вот в этом цвете, скажи. Очень хорошо. Цвет просто бомба, да.
За ним тяжело ухаживать, ну, при правильных руках, если у тебя хватает времени, там, короче, если он ухоженный, выглядит просто сказка. У нас комплектация 350, спорт-комплектация с AMG дисками. Без пневмы. Бля, что, дождь что ли начинается? Представляешь? Тя. А по прогнозу же не А было. по прогнозу не было. Мгм. А куда жаловаться? В прогноз. В спортлото? Мгм. Пишите в спортлото. Вот то, что сейчас начинают лишать автомобили в дизайне, посмотри на этот выхлоп. Это еще пока не AMG обвес даже, да, ну и то посмотри, как выглядит этот выхлоп. Уже машина выглядит по-серьезному. Как можно вот убирать выхлоп с бампера, там где-то трубы прятать снизу, чтобы они куда-то там пердели в бампер, я понятия не имею. Нахрена тут прицепное? Но они ставят прицепные, они якобы говорят, что эта машина может тянуть до 3 тонн, что ли, прицепы. Я очень сильно сомневаюсь, что это возможно, особенно с двигателем. Вот 350-я комплектация, это у нас 2-литровый движок. Вот 2 литра движок, 3,5 тонны прицеп, это, это Ну, такое себе. нет, вообще, короче. Посмотри дальше у нас по дизайну, у нас какие расширители крыльев Очень прикольные, хорошие. очень красиво выглядит. Во-первых, то, что они в цвет кузова, это, по-богатому нормально, широкие. 21 диски AMG, сзади у нас резина шире, спереди у нас резина уже. Ну вот это все в целом вместе с подножкой очень-очень в этом цвете смотрится нарядно, дорого, премиально, так даже скажем, да? Резину мерить будем рулеткой? Не, зачем, там же есть циферки. Шире уже. 275 Ну, спереди, там с натурой, там а такие здесь сзади 315, да. 315. 315, больше, чем на траке, да, у тебя? Офигеть, да ну нафиг, блядь. Сколько эти колеса стоят? Дорого стоят колеса, при том, что ты не можешь ротейшн делать. Ну, да. И у прикольно, тебя, ротейшн. короче, расход, прикольно, она ротейшн. быстрее, да, и она у тебя быстрее съедает. Ну, в общем, это Mercedes, и иногда нужно на него потратиться. Любая немецкая машина требует более глубокого внимания в мейтенансе, в уходе, в обслуживании, да. Вот чем ты к ней больше ей уделяешь внимание, там вот просто в обслуживании, тем меньше ты потом тратишься на ремонт. Хотя вот эти вот автомобили, они выпускаются, в таких обычных гражданских версиях с 3 двигателями. 2-литровый дизельный и 2-литровый бензиновый двигатель. И 3-литровый тоже турбированный. Ну и дальше там еще у нас AMG, 3-литровый у нас на 450-м. И AMG у нас 8-цилиндровый, настоящий еще 8-цилиндровый есть движок, 4-литровый. Но это уже 63-й, это другая история, там мы туда даже лезть пока не будем про это рассказывать. Будем рассказывать только вот про то, что, в принципе, доступно, можно купить, особенно на вторичном рынке. Именно вот в этой комплектации двигатель 2.0 бензиновый, 350, да. Может быть еще комплектация D, это будет, дизельная. Здесь турбированный дождь хует, короче. Да. Где навес найти? Там же где и телка с этой. Вот с этой деревяшкой, штукой. Да. И кресло режиссер. Да, и вся остальная херь. Навес, ты должен не навес просить, а RV. RV. Да я хотя бы навес, слушай. Давай расскажем теперь, смотри, тогда уже раз затронули двигателя. 2-литровый бензиновый движок. Очень, кстати, интересен для тех, кто хочет машину привезти из Штатов и растаможить ее. Вот в растаможке 2 литра вот этого года, 22 года, он очень попадает под прикольную растаможку, поэтому кому интересно, почему бы не рассмотреть вот такой автомобиль. У нас 2-литровый бензиновый двигатель 255 лошадей и 9-ступенчатая коробка передач. Дизельный движок 245 или 248 лошадей меньше. Но разгон у этой по паспорту 7.4, а у дизельной 7.2. То есть дизельный движок даже получается при меньших лошадях, тяга у него получше, он получается немного порезвее. Да, вот так вот, короче, получается. 450-я машина. Для тех, кто любит 6-цилиндровые моторы, есть рядная шестерочка с турбиной на 350 или 370 лошадей. Там что-то такое, короче. Она уже разгон имеет 5.6. 5.6, 5.7.
Уже такой солидный разгон. Причем, если потратиться еще чуть больше и купить уже AMG 53, то тогда там будет тот же движок шестицилиндровый, только его еще чуть больше турбанули, чуть больше раскрутили, там, по-моему, около 70 больше лошадей. Ну и в разгоне ты выигрываешь там около 4 долей секунды. Ну, то есть смысл. Просто потому, что она AMG, ну, как бы тебе посолиднее будет. Поэтому, я не знаю, вот лично как по мне, я такой спокойный водитель, мне вот этого двигателя, в принципе, хватает. Но если... Ну, у нее такой дизайн, что типа дал Да, она по дизайну прям, знаешь, и на ней еще вот, когда у тебя 2-литровый движок, вот с этим дизайном ты себе можешь позволить так ехать размеренно. И даже когда с тобой кто-то газует, ты можешь делать такой вид, типа, да куда тебе, и сам ехать еле-еле, знаешь, типа. И я, если надавлю, вы все, типа, останетесь. А сам такой думаешь, бля, не буду давить. Ну, короче, по дизайну разобрались. Дизайн, я думаю, тут однозначно всем зайдет по-любому. Кстати, в самых дешевых комплектациях, которые там самое начало, а начинается, наверное, где-то в районе 60 новая, там 65, где-то в этих пределах, 65 тысяч долларов. У нас здесь она так будет стоить. Новая в самой базовой комплектации. У нее вот эти расширители, они, во-первых, не такие красивые, а во-вторых, они пластиковые. То есть вообще цвет, ну, то есть, блин, и диски маленькие. И, короче, тогда она не смотрится от слова совсем. Поэтому немножко лучше добавить денег. Или просто зайти на вторичку и за эти же уже 60, а то и дешевле, смотря там зависит от пробега, купить там годовалую или двухгодовалую машину, ну вот в таком обвесе. И тут совсем уже все по-другому. Здесь у нас красивая решетка, у AMG она будет другая, скрипучая, но она такая, не прогинается. Вот я что хочу сказать, Mercedes, видимо, совсем не заботится о пешеходах, ну, помимо того, что она скрипит, она, короче, очень такая прочная выглядит, понимаешь? Ну, то есть ты не можешь ее пальцем туда прогнуть, как ты это делал на всех японцах без исключения. Да. Ты сюда подошел, случайно мог вот так вот стать, и бампер у тебя сразу об балку туда. Как мусорные баки. Ну, Так вот, раз, да у меня мусорный бак, я тебе скажу, так не а у прогнешь. меня японский, наверное. Да. Да. Если в мой мусорный бак Toyota приедет, то мой мусорный бак, скорее всего, выживет, в отличие от Toyota нет. Toyota. Давай сзади, кстати, вот еще сзади, помнишь тоже, мы на бампера давим, а они, короче, туда-сюда играют прям конкретно. Ну вот, та же история, смотри. Он прогинается, ну ты вот туда до балки, ну, короче, давай не поближе, не ещё можешь. покажи. Давай вот Ты здесь. заляпал что-то. Да, я поэтому, видишь, сюда. Сейчас я, подожди, майкой протру. Да не надо, мы потом все протрем. Думаешь, поцарапаю? Да не надо. Кстати, она под керамикой. Ну все, раз под керамикой. Да, посмотри как. Я вот не знаю, я не обращал внимания по поводу этого спойлера. Но мне кажется, на обычных комплектациях его не будет. Смотри, как он красиво здесь Очень выглядит. красиво так. Да, вот это, короче, наверное, спорткомплектация и есть. Я не скажу, что я прям большой специалист в Мерседесах. Так поверхностно что-то, вот особенно GLE, могу сказать. Ну, прям все обвесы их точно не буду знать. Честно говоря, это все болтается. И собирается это все, вот когда ты смотришь, как оно болтается, сразу начинаешь думать, блин, а где ты собиралась? А собирается это все у нас в Алабаме. Понимаешь? Sweet Home Alabama. Да. Ну, щеление, смотри, Нет, зазоров по поводу нету, зазоров- резиночка, смотри. Все-таки они стараются держать марку, они все-таки стараются, наверное, это как-то контролировать, поэтому по поводу зазоров нельзя ее поругать, машина выглядит, особенно в черном цвете, вообще зазоров как бы они Даже в в глаза не Алабаме? бросаются. Даже в Алабаме Мерседес пока еще собирают. Нормально. Ну вот там мы уже видели, как это все. Тут даже Volvo позавидует. Прям охрененно. Вот тут, короче, шумку не пожалели. Ну, по крайней мере, виброизоляцию какую-то дали. И поэтому она не звучит корытом. Если бы еще Mercedes начал уже звучать вот как эти ведра, было бы прям очень сильно обидно. Также двери закрываются очень приятно, очень дорого. Вот эти ручки, они тоже, видишь, они как-то... Да нет, ты знаешь, у меня на Volvo, как ты там назвал, на микролифте,
Да. А здесь чуть-чуть хлопают. Но они из-за того, что, наверное, металл звонко не звучит, из-за этого нет этого дун, вот этого хлопка. И ты, Так они открывается. там об пластик хлопают. Да, здесь вот есть пластиковая площадка. И вот они об нее. Да. Ну, в общем, двери закрываются очень премиально, очень так серьезно. Поэтому тебе не будет стыдно, когда ты с этой машины выходишь, открываешь, закрываешь дверь, не будет это звучать ведром, как на всех без исключения японцах, даже премиальных как будто бы японцах. Поэтому насчет этого здесь полный порядок даже у нас в Алабаме. Здесь на каждой двери есть площадка, чтобы машину закрыть. Вот такие вот площадочки. Ну и сенсор на открывание. Из зеркала, да, складывается? Да, зеркала складываются. Скорее всего, опция отключается для тех, кто не любит. Наверное, в меню это все можно отключить. Насчет, вот я смотрю, подкрыльники. Они здесь войлочные. Войлочные спереди обычные пластиковые. Я не знаю, почему даже премиальные бренды спереди перестали ставить войлочные подкрылки. Ну. По багажнику. Багажник открывается взмахом ноги, открывается с ключа. Короче, смотри, ключик у нас еще в таком чехольчике. Я всегда, когда вижу такие вот всякие чехольчики, я понимаю, что человек машину свою любит. Кто этот человек? А это мой друг из солнечной Грузии, который нам сегодня предоставил аппарат. Гурам, спасибо тебе, огромное, брат. Машина прекрасная, сейчас мы ее только чуть-чуть обосрем. Или похвалим, не знаю еще точно. Но ты не обижаешься, я знаю. И, кстати, ты там кое-что сказал, что я могу в обзоре про нее рассказать. Я еще вот расскажу. Подумай, от хозяина. или нет. Ключ, смотри, насколько прикольный. Вот это вот все алюминий, походу. Он такой прям увесистый. Открыть, закрыть, ну, посигналить, и багажник можно с ключа открыть. Что-то даже Volvo по ключу соснула. Да, здесь ключ прям такой приятный. Хотя у первых Вольф, который был с кожи, Тоже были. да, они прикольные. Вот мой, например, ключ тоже прикольный. Я как-нибудь покажу все-таки. Короче, по багажнику. У нас регулируемая дверь багажника. Поэтому она сейчас так невысоко. Она поднимается выше, ты можешь отрегулировать здесь себе ее. Здесь, кстати, сразу клавиша закрыть. Ну, как это уже сейчас стандартно бывает. Пластиком абсолютно все по кругу закрыто. Пластик хорошего качества. Здесь не поругаешь, не докопаешься до машины по-любому. Ну вот такие вот у меня два крючка. Я так и не понимаю, для чего эти крючки. Фонарик вешать. Может, кто-то нам не знаю. напишет. Может, если кто знает, напишите. Ручка я понимаю для чего. Да. Ну там может быть закрыть кто-то, подтянуть, потрогать. Я не знаю. А крючок что-то повесить. Я не знаю. В общем, крючок это автоматически что-то повесить. А что повесить, напишите в комментариях. В общем, поэтому сейчас невысоко, потому что отрегулировано не до конца, чтобы можно было в гараже открывать. В багажнике у нас шторка. Шторка хорошего качества. Уже давно я забыл, когда я видел хорошего качества шторки. Ну, я вижу там вот на своей машине хорошего качества. Да мы вообще забыли, когда шторки мы видели. Да, их сейчас перестали ложить, особенно в японцев, только за дополнительные деньги. А здесь вот шторка хорошая, вот с такой ручкой, она убирается вот так вот. Мы ее сейчас уберем. И стоит, да? Не падает, и падает. И падает. И стоит, и падает, стоит, как и тебе падает удобно. Здесь есть такая, видишь, даже вот Да. штучка, она в нее возвращается. Раз, вот так. Смотри. Здесь у нас высокая линия карпета, причем карпет очень приятный на ощупь. Вот прям он и выглядит хорошо, и приятный такой, тактильно. Здесь такая сеточка есть небольшой, как кармашек, подсветочка, вешалка. С этой стороны, это, наверное, у нас, да, это у нас прикуриватель, зарядочка классическая. Здесь у нас, что, я даже не знаю, здесь у нас, ох, ничего себе. Да, тут не пожалели. Вот. Да. А там за ним еще шумка. Ну вот видишь, мы видим на японцах, когда открываем какие-то боковые кармашки, просто голый металл. Даже иногда там не окрашенный, ничем не защищенный. А здесь все-таки европейцы до сих пор делают что-то. Вот так, да? Алабамцы. Алабамцы. Ну, слушай, они же там под контролем европейцев, наверное. Смотри, даже тут пластик, Андрей. Да, даже здесь все закрыли, красиво сделали. Даже вот эти вот
навесы вот эти, да, Мгм. они даже их пластиком маленькие, казалось бы, да, но все равно их пластиком закрыли. Ну вопрос вот к этим вот болтам, тогда что, колпачки не одеть? Ну слушай, Ну, такое. да, смотри, здесь Это так... же и спойлер прикручен. Это из-за спортпакета. Думаешь? Мгм. Возможно, Мгм. возможно, ты прав. Смотри, здесь по фальшполу. Ручка такая, прям вот не просто, Четко. а все вот прям как надо, понимаешь, да? Мгм. Поднимается все вот так вот. Здесь вот настоящая полочка как надо. Вот этот шнурочек вот Мгм. сюда повесить его можно. Ну все нормально. Да. Карпет четкий, толщина, смотри, на этой полке, в принципе, я не знаю, можно танцевать. Здесь у нас абсолютно все закрыто. Ты нигде голого металла не увидишь. Здесь у нас есть даже докатка по нынешним Даже? временам, дефицит. Со всеми вот атрибутами для докатки, для смены колеса. И еще там небольшой органайзер. Что-то можно вот тут вот поскладывать сбоку, По бокам. по бокам. Ну, Это класс. даже она даже вот сюда вот так защелкивается. Пожалуйста. Там у него место стационарное. Мгм. В общем, здесь все четко с этой полкой, с багажником. Багажник достаточно большой, у нас рулетки нет, да, с собой? Все, готово. О, Андрюш, нифига пожалуйста. себе. Пожалуйста. Спасибо, Всё спасибо. Так, значит, да, багажник с открытыми сиденьями. Ну, мы до сюда будем, да, мерить? Да. 104. 104 там сантиметра. не поцарапать Достаточно большой, 102. Ну, 104, да. Да. Достаточно большой по ширине. Он вот прям правильной формы. Посмотри, он 110. прям четкий Да, такой. да, да. Да, он нигде 111 нету никаких даже. вот этих. Да, Все Прям- ровненько. прям красиво по-немецки. Да. И здесь 82. Мгм. Отлично. Мгм. И прям такие размеры тоже, блин, я тебе дам. Понятия не имею, какие должны, ну, наверное, охеренные. Закрываем. По карте двери. У нас, кстати, был GLE на обзоре абсолютно новый. Я не помню даже ту комплектацию. Если кто-то хочет сравнить, можете пойти посмотреть. У нас в обзорах есть обзор на новый GLE. Белого цвета, абсолютно кардинально другой. Ну, тот же кузов. Да, тот же кузов. Я не помню, там салон был светлый, здесь салон черный. Та была новая, это бэушная. Смотри, у нас, короче, по карте двери. Верх весь полностью мягенький. Деревянная вставка с сеточками алюминиевыми. Ручка пластиковая под алюминий. Здесь, короче, такая вот пластиковая вставка. Ну, она, ну, я не знаю, ну, такой пластик. Не, он чем-то обработанный, походу. И здесь такая прикольная, как кнопочка для окошка. Дальше строчка есть. В более дорогих комплектациях строчка будет и здесь. Она будет кожей и сверху обшита. Здесь у нас получается кожа, ну как будто бы кожа. Только вот эта вот часть со строчкой, с настоящей, все нормально. И снизу тоже пластик. Но вот этот пластик, он совершенно другой. Это не тот пластик, который меня раздражает. Вот здесь можно даже потрогать. Он весь закругленный, он весь аккуратненький, он не гнется, как сопля. Ну, то есть приятный это пластик, тот, который терпеть можно. И хоть бы молния бить не начала. Но мы не про Тойоту рассказываем, в принципе, не должна бить. У нас, короче, подсветочки красивые. Подсветки меняют свой цвет. У нас на порогах подсветка. Это тоже зависит от комплектации, от пакетов мерседесовских. Как мы знаем, у Мерседеса куча всяких пакетов, можно наворотить себе любую комплектацию. Смотри, здесь пластиком достаточно приятным таким на ощупь и на вид закрыто абсолютно все. Ты здесь не увидишь никаких швов кривых, ты не увидишь никаких там соединений, блин. Уплотнители, они держатся, как будто бы они вот выросли из Приклеены. этого металла, да. Тойота вы ёб... А может и материться меньше надо? Да нет, Ты блин. ж в лоб сейчас. О. Вот, смотри, нельзя так. Короче, смотри, здесь сколько уплотнителей, они все хорошего на ощупь качества, они как будто бы вообще, я не знаю, резина так Несколько, резина. тут вот один, Да, здесь второй. несколько, короче, слоев, понимаешь, внутренний, внешний. Ни одной дырочки почему-то нету, понимаешь, никто их не стрелял, эти уплотнители. Дальше сверху посмотри, здесь двойная ну бархоточка всё, всё сверху понятно, идет. Ну, всё. конечно, здесь все четко. Это теперь любовь. Это всегда любовь. Смотри, вот здесь вот, короче, тоже вот эта штучка, она такая
Ну, ты понял, да? Она Мгм. красивая. И я ее Обыдранная. туда, да, утопил. Ты По забыл салону. про подсветку под... Подсветка снизу под сиденьями. Обязательно во всех премиальных автомобилях снизу под сиденьями есть подсветочка. Чтоб ты свои туфли дорогие Да, всё видел. мало того, посмотри здесь, где у нас карпет есть. Вот здесь не Да ты пластик шо? закрыт, а здесь карпет, понимаешь, Да как ты четко. шо? По сиденьям, по поводу того, как они пошиты. В принципе, неровных строчек я не вижу. Возможно, где-то можно до чего-то докопаться, где-то найти неровную строчку. Но вот в данном случае я не вижу. Единственное, что хочу сказать, что вот эти сиденья называются кожаными. Но это, насколько я узнал на веб-сайте Mercedes, это не кожа. Это хороший, насколько утверждает Mercedes, это лучший кожи в эксплуатации. Да ладно. Но по отзывам водительское сиденье там через 2-3 года такой активной эксплуатации начинает трескаться. Это чистая экономия. Ну, выполнена. Вот эта искусственная кожа, она реально похожа на кожу, я бы так сказал. Потому что, например, искусственная кожа на японцах, она похожа на брезент. Она не похожа на искусственную кожу, она похожа на искусственный брезент. Здесь это похоже все-таки на кожу. Сам дизайн кожаных сидений, вот в стиле Мерседеса, все так строго, все со вкусом. Не знаю, мне дизайн нравится. Вообще немецких машин дизайн, вот у Volkswagen, у Audi дизайн сидений выглядит классно. То же самое у Мерседеса, у BMW. Давай я короче, бля, присяду. Нихера себе. Съебался сразу, смотри. Конечно, а что, дурак там стоять. Я под защитой немецкой автопрома. Смотри, Алабамского. ну, немецкая написано Германия, Штутгарт. Точно? Ну, там так написано на этикетке, собирается в Алабаме. Смотри, вот я смотрю, ну да, чуть-чуть криво есть здесь, короче, Да, строчка. есть. Да, кривые места все-таки присутствуют. Ну, по крайней мере, я не знаю, как-то углы вроде все сглажено. Спинка сидений, пластик, очень приятный на ощупь, очень визуально выглядит хорошо. Вот эта сеточка, это все выглядит очень прикольно. Сейчас я вот защиту. В машине ездят дети, поэтому хозяин машины бережет ее. Здесь есть такая защита. Смотри, насколько сиденье удобное. Вот я сейчас в нем сижу, я вообще в нем утонул. Посмотри, насколько подушка большая. Я давным-давно вот в таких сиденьях не сидел, чтобы вот так сел и ты утонул реально. По подлокотнику посмотри. Подлокотник не падает. Он вот так вот на весу, короче, все нормально, тоже достаточно премиально. Два подстаканника. Да, вроде как кажется, один больше, один меньше подстаканник. Ну, они здесь такие с адаптацией, они, короче, поддерживающие. Давай покажем вот это вот еще место. Оно так закрывается, открывается. Здесь такой маленький бардачок. Что-то можно положить, кстати, телефон, скорее всего, сюда ляжет нормально. И здесь две USB-C зарядки. И здесь еще домашняя розетка. Отсюда вот так смотрю, прорези, думаю, что за хуйня. Короче, да, это поросенок, пятачок. Домашняя розетка. Да. Сзади что еще у нас? Обдувы. Смотри. Обдувы, да, обдувы обязательно, но в этой машине они должны были быть. А вот оно вот все прям так, как надо. Здесь, Монолитно. да, здесь ручка, крючочек и красивая подсветка. А ну нажми почитать. Ну, она сейчас открыта, дверь, она будет Мгм. всегда гореть. Вот еще один крючок для одежды. И вот у меня. И у тебя там крючок для одежды. 3 ремня, намек на то, что здесь может третий пассажир ехать. Но я бы не стал, ну вообще ни в одной машине бы я не стал это делать. Вот я сижу прям комфортно. Прям офигенно. Ну да, в принципе, офигенно. Подлокотник. Ну, можно было бы его чуть повыше сделать, было бы прикольно. И закрывать его, да? Ну, уже хер с ним сзади такой. Да, я бы хотел, чтобы он закрывался. Ну, слушай, уже ладно. По поводу карпета. Смотри, он прям четкий здесь. Коврики четкие, они с поролоном, с таким, они прям толстенькие. Обшиты, короче, вот таким материалом по кругу. Все сделано премиальненько, все сделано классно. Снизу там обдувы в пластике все. Не просто прорези в карпете, а они так обыграны, видишь, как четко. Да. Поэтому вот особо придраться в машине не к чему. Вот эти все уплотнители, посмотри, как они здесь все сделаны. Здесь никаких спаек нету, никаких прорезов нету. Вот. Мы всегда говорим, почему здесь, да, на Да. самом видном месте. Вот убрали. Сбоку, да. И вот тут то же самое. Да.
Ну давай, короче, по водительскому месту смотри. Сразу первое, что тебе в глаза бросается, это руль. Руль отличный по дизайну, мне кажется. Ну, мне нравится, по крайней мере. Здесь у нее сенсорные, короче, кнопочки. Ты так можешь полистать. Меню. Это прикольно так отзывается. Ну, в общем, сделано все очень четко. По функционалу на кнопках это все стандартное. Круиз-контроль, телефон, музыка, там, короче, регулировки. Все то же самое, просто оформлено интересно, со всякими колесиками, со всякими сенсорами. Выглядит очень хорошо. Руль обшит кожей. И единственное, что вот эта подушка пластиковая, тоже бы хотелось ее кожаную. Ну, наверное, в дорогих комплектациях она будет кожаная. По приборке. Здесь у нас кажется, что один огромный дисплей на больше, чем пол торпеды. Но на самом деле здесь два дисплея. Один вот здесь и один для мультимедиа вот с этой стороны. Давай посмотрим, меняется ли это в меню. Вот это я вот, короче, никто это не показал, сколько, я обзоров не смотрел. Там, ну что, смотри, раз, радио, медиа, дизайн, спорт, бах, смотри, как все празднично и красиво. Ну вообще очень дисплей мне нравится. И по качеству, Да, по качеству цветам, прям по бомба. картинке, да, очень красиво. Прям офигенный на самом деле. Давай еще посмотрим, какие дизайны есть. Прогрессив. Ну-ка. На вот так вот, короче, цифровое что-то. Давай еще Каждый раз посмотрим. туда бегать надо. Да, вот это единственное. Understar. Ну здесь нету тахометра в этом, тут часы просто. Давай вернем хозяину как было. Спорт, мне понравился спорт. Ну, классик, короче, оставим. Качество дисплея, его размер, функционал, прям вот кайф. 19,5, кстати, 20, примерно как моя Volvo. Вот двухлитровые движки, они вот все примерно турбированные эти. Они примерно одинаково по расходу. И не сказать, что они прям пипец какие экономные. Вот шестерка сюда будет примерно с тем же расходом. А то даже может и лучше расход быть. Потому что машина достаточно тяжелая. Ее, чтобы разогнать, двухлитровому двигателю приходится напрягаться конкретно. Тебе приходится давить постоянно в полик, чтобы там поддерживать такой агрессивный какой-то или там динамичный стиль езды. Поэтому расход не маленький. Я вот эти вот приколы с двухлитровыми движками, честно говоря, до сих пор не понимаю. Ну, короче, ладно. По медиа у нас здесь стоит Бурмистер музыка, и она звучит достаточно неплохо. Сейчас мы ее включим. Ну, достаточно хорошо играет. Старается. Да. Не то, что там вау-вау, но Да. я думаю, что для этого автомобиля неплохо она играет. Здесь навигация, я уверен, что очень крутая. Да, так и есть. Дисплей отвлекается, в принципе, быстро. Централ Парк, мы в Централ Парке, ты понял? Понял, да. И вода там появилась. И вода, интеркостал. Никакой пикселизации не видно абсолютно. В общем, по мультимедиа, по приборке, по вот водительскому месту, прям твердая пятерка. Мне очень все нравится. Козырька нет. Как тебе может все нравиться без козырька? Ну вот ты мне портишь настроение сейчас. Я вот только начинаю привыкать. Знаешь, чем вот на этой машине мне сглаживает недостаток этого Чем? козырька? Тем, что экран не торчит выше торпеды. Вон, посмотри, он же весь вровень, ты видишь? Ну а что, не так? Ну вроде. Гораздо же лучше, чем когда вот так он, Ну козырек, я думаю, ты бы добавил. я с удовольствием. С картона вот так. И знаешь, что бы я добавил? Рубанул. Знаешь, что бы я добавил? Я бы добавил место водителя и отдельно вот этот дисплей здесь пусть бы он стоял. Ну было бы несовременно. Было бы не современно, наверное, ну, короче, мне больше нравится, когда вот у водителя все отдельный кокпит, здесь все ты такой четко. Ну, в общем, ладно, по мультимедиа, по дисплеям разобрались, зеркало сразу еще бросается в глаза, очень современное, тоже безрамочное зеркало, снизу вот здесь у нас кнопочки для настройки наворота. А потом у нас, короче, красивая большая люстра здесь с достаточно таким приятным пластиком. Давай ее включим. Да, Вот какой-то так он она. чипозный. Да не, прикол. Кто, пластик? Пластик, Да да. не, перестань.
Ну, красиво фонарики. Фонарики светят, как хрусталики такие, Да, 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 да. светят хорошо. да. Красиво смотрятся. По панораме я, короче, боюсь дернуть, потому что Зальется. одна клавиша, вот Да. это у меня всегда с ними проблема. Не У надо. меня открывается сразу люк. Сейчас утопим Да. Единственный вот вопрос здесь во всем этом вот красивом, почему пластиковые... Целлофановый, да? Да, вот они прям... Обернутый дермантином Да. или... Они нет острых там каких-то концов у них, То там есть ты не неплохо порежешься. сделано. Но все равно, почему не из материала? Вот это... Брезентовый такой. Да. Огонечек беленький, зеркальце, все стандартно. И здесь даже второй козырек по-мерседесовски. Дай-ка. Первый кто? Вот так, раз. И еще вот так, весь закрылся. Да, весь ну так. все. Понимаешь? Ты И даже понял. вот так еще можно. Ни хрена себе. Ну да. Все так продумано, все четко. Закрываем. Ну вот это не мешало бы из материала, вообще было бы бомба. Вот тут мне не нравится. Хотя стойки и средняя, и передняя, и задняя все обтянуты материалом. То есть премиально. Дальше, что у нас еще на торпеде на передней? У нас красивые мерседесовские обдувы. Чисто в мерседес стиле. Вот так они здесь закрываются отдельным колесиком. Все это плавненько ездит, все приятно. Так на ощупь регулировать. Ты чувствуешь, что это не дешевка какая-то. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Само дерево вот имеет какую-то текстуру, посмотри. Это натуральное дерево, ну, шпон. И он с такой текстурой, как будто бы он треснул, Под честно старину. говоря. Под старину. О, антик, точно. Да. И вот этот антик я бы, наверное, если бы строил, или, может быть, как что-то другое бы себе взял. Хотя, в принципе, он сливается с черным салоном, его особо не видно. Дальше снизу у Зато нас подсветки видно. подсветки очень красиво видно, когда вот сейчас темнеть начинает на улице, Да. прям они выглядят, поддерживают настроение. Но они тут Подсветки везде, подсветки сзади, подсветки здесь на картах дверей, подсветки на ручках, подсветки вот в этом месте очень красиво смотрятся. Вдоль всей торпеды идет подсветка. Блок управления климатом, отдельные клавиши, несмотря на то, что у нас современный дисплей, который я вот тачскрин могу руками регулировать все, они оставили физические клавиши. За это прям огромное спасибо. Мне это очень Да, нравится. это молодцы, молодцы. Это прям не надо никуда лезть, ничему мешать, просто залез и настроил себе климат. Дальше здесь идет не менее по премиальному, все обшито кожей. Ну, вот это Карты, искусственной кожа. кожей. Очень высокая линия ковролина, приятно. Здесь вот попробуй что-то расшатать. Да нет. Ну это без вариантов вообще. Здесь я не знаю. Сначала построена с раз- борода, потом машина вокруг. Да, И- надо сначала с разбега тут как-то шатать. Здесь даже вот эти ручки, они абсолютно не шевелятся, как бы ты ни пытался. О, я знаю, Это- где они ручки эти пиз... Где? Кетелурай. Ага, не кетелурайт у них, да? Нет, ну о Не. чем ты говоришь? Я тебя понял. О чем ты говоришь? В общем, ручки из кетелурайт пошевелить невозможно, Да. понимаешь? Как В и в отличие... Кетелурайт, между прочим. Нам надо обзор на кетелурайт У делать. нас был. А мы еще давай сделаем. А Кетелурайт Ты за ней уже скучаешь, нет. я смотрю, Очень пипец как. скучаю. Давай, короче, к Мерседесу. Смотри, все кожей обтянуто. Вот тут все, посмотри, дизайн сделано. Ну, на самом деле, прям вот красиво, согласись. Здесь такая вот тебе площадочка для руки, чтобы ты регулировал. А вот там зачем этот мне мышка? эта Тачпэд? странная? Да. Вот. Ну, И заметь, вот люди, да? Вот они тебе дали и эту хрень никому не нужную. и туда. И туда, Да. понимаешь? А не как Mazda, понимаешь? Да, вот это вот настолько удобно, если я уже прям сильно привык к этой мышке, я могу Да. ехать вот так. Если меня это раздражает, я сюда Кому быстренько что рукой, нравится и все. да, рукой протянул руку и все сделал. Удобно этот? Да, мышка? достаточно удобно. Она прям, вот она четко работает, я тебе хочу сказать. А это просто тебе... Это просто, чтобы рука не висела в воздухе. Ага. Ты вот так положил и тут. А короче. где же передачи переключать? А вот, Да не гони. серьезно. Как на пикапе? Как на Мерседесе. Серьезно? Ты валишь как на пикапе кочергой? Ну ты вот так тут не валишь. Нет, ну это ж кочерга. Ну тебе же вот взял Испокон просто веков. вверх-вниз. Ну куда? Хорошая камера. Да, не настроена на бампер. Да, ты понимаешь? вот, Не сфокусирована на бампере.
Можно было, уже бы и Бля, заметить. я там капли вижу, понимаешь, вдалеке. Да. Фокус шикарный. Прекрасный. И 360 обзор шикарный, Да. и это все нормально с камерами. Здесь у нас еще кнопки быстрого доступа, радио, навигация, телефон, камера вот отдельно включается. Она у нас интересно включается. Здесь дальше клавиши. А, вот. ты Ой, понимаешь. широкоформатный. Это мы сейчас вперед смотрим, пожалуйста. Ни хрена себе. Это подальше, просто по бокам. Да тут Сзади. много опций очень. Да, камера отличная. Ты И так даже себе вот на кружочком. прицепное тебя. Ну, Офигеть. короче, просто супер. Да, тут, конечно. С камерой вопросов нет, молодцы. Что там Вот еще? это что, я не знаю, с автомобильчиком кнопочка. А вот тебе Это сразу. все помощники, ассистенты вождения. Смотри, она функция кран. Функция, при этой функции, если машину будут товать у тебя, Ага. чтобы не включалась сигнализация, чтобы там М. что-то отключалось, я не помню, с коробкой что-то, возможно, связано. А это ты RV В общем- тарабанишь? Функция RV? Сейчас посмотрим, автоматик Car Нет. Wash Mode. Это режим для мойки, понял? Да. Ни хрена себе. В общем, я уже сказал, кому, да, вот, пожалуйста, скорость на мойке. Это, наверное, не в наших, не у нас здесь в стране, Да. понимаешь? Мгм. Ладно, короче, уйдем отсюда. А то мы сейчас Гурику отдадим машину, она, Она она в 12 режиме едет. мойки в гараже начнет туда-сюда ездить. Ну его нафиг. В общем, вот понятно, да, здесь вот еще громкость, кстати, я ее искал, только сейчас увидел. Ага. Громкость регулируется отдельным колесиком, тоже под рукой, классно. И режимы вождения. А режимов вождения у нас, сейчас посмотрим. У нас индивидуальный, спортивный, комфортный и эко. Машина, значит, у нас не полноприводная. В полноприводном варианте еще у нас будет режим оффроуд. Мгм. Ну, как бы, наверное, понятно, что не особо тут оффроуд, ну, такой режим будет. Здесь еще у нас есть маленький кармашек, я бы сказал, вот для ключа прям вот он тут четко ложится Так это ключ. и есть для ключа, получается. А я как сказал? Ну ты бы сказал. для Я бы ключа. сказал, я и А сказал. это 100% А я и для сказал. ключа. Потом смотри, здесь у нас весь этот отсек закрывается настолько четко. Вот так вот, смотри, как Да. когда я говорю о закрытых подстаканниках, да, красиво, ты ничего не везешь, вот Да. себе закрыл, посадил кого-то Да. тут с собой везешь. Вот, пожалуйста, как это выглядит, все красиво. Отмыкается он вот так раз, тут видишь такая, тынк, замочек, пух, и он поехал. Ну не поехал, ты его. Ну да, ты его рукой, короче, помог ему. убрал, да. Здесь у нас USB-C 2 зарядочки. Здесь у нас, скорее всего, в дорогой версии беспроводная еще будет зарядка. Ну, в данный момент это вот нормально прям выглядит. Полочка, вот да? так, да, Да. под телефон. Хорош. Потом здесь у нас два подстаканника, они тоже с подсветками здесь. Бабки. Да, и такие вот с поддержкой, с адаптацией. Двигается, да? О, вот. Опа, нифига себе. Вот его. Теперь раз, Бэм. она и И туда бэм, бах. Да. Ну, Дополнительная четко. поддержка стакана. Возможно. Вот этот весь отсек, из-за того, что он закрывается, вот сейчас он тут там делай с ним, что хочешь, навали сюда, чего ты там решил там Главное, что положить. закрылось. Если Да. ты навалил. Да. И все, и Всё вот оно у влезло. тебя, никто не видит, что у тебя там, настолько прикольно, мне это очень нравится. Здесь, смотри, по-мерседесовски, опять-таки, в две стороны, распашной такой. А вот тут не Это- очень. Но это резиночка, знаешь, из-за чего? Из-за провода. Провод вот так вот был, и Я вот он, понял, видишь, тут. чтоб типа его не поломало. Ну, не, наверное, не Ну, из-за этого. Ну, оставили то есть, да, осталось, для него чуть-чуть, чтобы он его остался не сломать. след вот этот, который тебе в глаза бросился. вот Не, этот. вообще вся резиночка. Тебе не Но я понравилось? теперь понял, зачем она, чтобы тут не касалось и Ну, провод может выходил. быть, может быть. Я не думаю, что может прям для этого. Ну, короче, смотри, здесь у нас все бархатом. Мгм. Нет, не все, только вот эта стенка. А вот Одна? здесь пластик. Серьезно? Да. Понимаешь? Ну, почему так? Фиг И его вот знает. эти тоже пластмасс. Да. Ну эти, ладно, а вот здесь вот только. Мгм. Короче, здесь обман. Ты так смотришь, вроде бы там что-то есть. Вот если ты без света сейчас, ты не обратишь внимания Да, на ты такой боковые раз, стенки. опа, обарка. Они решили обмануть, понимаешь? Ну, тогда закрываем, ладно. Здесь тоже все мягенько, все приятненько, все так прям под руку. Вот это вообще место для водителя просто шикарное. Высота рассчитана до такой степени, или я так сейчас сижу, не знаю, но вот мне настолько здесь удобно, прям вот кайф. Под тебя просто. Прям да, почти.
И руку есть куда положить, и как подлокотник удобно. В общем, И ноге не мешает. и ноге нет, не мешает. Бардачок. Бардачок, вот он отделан весь бархатом. Это очень красиво. подсветка. И подсветка есть. Все так, как надо. И Микролифт. микролифт есть. И большой. И большой. Помнишь, нас Да, спрашивали, огромный. что Он туда вообще поместится? огромный. А туда поместится и книга, и коробки, и еще всякая хрень. Да, он Он огромный. большой. И сам пластик, вот он здесь даже снизу, он мягенький. Ну, что ты А, кстати, что там снизу? Там все красиво. Да? Даже не стыдно. Серьезно? Отлично. Я вот вчера на своей Вольве менял фильтр, посмотрел, думаю, Проверь. как красиво. Какие молодцы, да? Да. А ну, Да, давай я ну тут давай. покажу всем. покажи всем. Пожалуйста. Как Все должно быть. четко, все закрыто, Стандарты. ничего не вылазит. А еще у нас, кстати, в комплектации мы не обратили внимания сразу, не сказали, у нас черный потолок. То есть полностью салон черный, это вот то, что мне тоже нравится. Я люблю, я понимаю, что это скучновато, многие любят, когда в салоне есть акценты, там какие-то вставки бежевые, рыжие. Ну, рыжий мне Контрасты, еще контрасты. нравится. Рыжий с черным мне еще нравится. Как Либо у меня. мне, ну да, в принципе, вот как на твоем Вене. Или мне нравятся еще такие варианты, все черное, сиденья бежевые. Ну, такие светло-бежевые. Ну, карпет, чтобы обязательно был черный. Вот в этом случае вообще все черное. Тоже вот как бы заходит прям нормально. Здесь у нас управление стеклоподъемниками и зеркалами. Ну и по-мерседесовски все сиденья, передние я имею в виду, сиденья регулируются с двери. Здесь у нас обдув, подогрев сидений. Кстати, надо обдув включить. И сейчас мы послушаем, так ли громко, как на Тойоте работает. Не-не-не, так громко только на Тойоте. У меня в Телурайде тихо было, в этом тихо, в Рэме, здесь Только тихо, во Toyota, всех да, валит? машинах тихо, а Тойота... Ну вот у Тойоты, видимо, там прям вентилятор, Да. вот такой вот, Да, с да. магазина. Да. Зашили в сиденье. И Да. он раскручивает, понимаешь? Красивые сетки вот эти вот. Сами эти мерседесовские клавиши, мне тоже они, кстати, нравятся. Но это вот, ну, у них уже очень много лет прям. Вот. И память, да, на трех, у тебя на трех водителей. Да, память на 3 водителей. И у меня есть еще вот такая вот атаманочка. Ух Она ты. такая. А мне не дали, да? У тебя нету, да. Вот жалко. Но она не сильно открывается. Вот в этом случае она не сильно. Ну вот сейчас я ее до конца откинул. И получается, что при моем росте мне сейчас прям вот хватает сиденья, чтобы себя чувствовать очень комфортно. Настроек на сиденье прям очень много. Здесь прям ты так отрегулируешь себе все, что практически невозможно сказать, что тебе неудобно. Руль регулируется тоже автоматически по вылету. Он тут вылет, нифига себе, смотри. Он перестанет ехать. Он сейчас тебя задавит. Смотри какой. По вылету и по наклону регулируется. Все автоматически. Причем в настройках можно поставить вот эту функцию, когда ты открываешь дверь, когда ты приехал, чтобы он разъезжался с сиденьем в разные стороны. Да, да, да. У меня лично нет никаких проблем выйти без этой опции из машины. Ну, наверное, для тех, кто там покрупнее, это будет удобно. Сейчас мы послушаем вот эти все предупреждения, чтобы пристегнулись. Вот так они пищат. Ну, они так тоже солидно, типа как. Один раз. А. Не-не, она будет сейчас просто. Это она начинает, типа, Мгм. дает шанс исправиться. Мгм. Не противно. Не Не, метко, вот да. этого нету. Ну, она резвая. Резвая, очень машинка резвая. Ты, конечно, понимаешь при ее разгоне, что здесь 4 цилиндра двигатель с турбинкой. Этот движок раскрутили до 255 лошадей. И тебе, когда ты прям давишь в полик, ну, жалко двигатель становится. Если это тем более еще и твоя машина, на которой ты планируешь проездить какое-то время, ты не будешь особо на ней отжигать. Ну, когда тебе необходимо где-то на обгон выйти, где-то там чуть-чуть ускориться, машина, в принципе, может это сделать. Я уже тоже, по-моему, говорил, что до сотни по паспорту 7,4 на этом двигателе. Но это в идеальных условиях, понятно, что, скорее всего, там в ежедневной какой-то езде, там еще если кто-то с тобой в салоне сидит, 7,4 она не поедет, наверное, немножко будет медленнее. После еды тоже медленнее. Возможно. Хотя вот у Мерседеса я смотрел какую-то передачу про замеры на стенде.
У Мерседеса показатели, которые они заявляют с завода, они очень сходятся. В некоторых случаях даже Близко в к реальной жизни даже лучше получается, чем заявлено производителем. То есть они скромно производитель, занижают. да, они как бы такие с запасом чуть-чуть оставляют. Поэтому можем думать, что возможно здесь даже и быстрее, может быть, в каких-то хороших условиях. По поводу подвески. У нас машина без пневмобаллонов. То есть обычная подвеска. Спереди здесь стоит двухрычажная подвеска с амортизатором, сзади стоит многорычажка. Достаточно комфортная подвеска даже без пневмы. Но она достаточно мягкая, смотри. Ну, что, у нее и масса есть, и база не короткая, поэтому машина комфортная везде. В поворотах она немного кренится. Вот я сейчас сюда ехал. Ну, не критично. Для SUV все-таки как бы внедорожник. Это нормально. Я считаю, что таких больших кренов нет. Коробка тоже. Я уже вот сколько успел проехать, пока ехали сюда. Коробку практически ты не ощущаешь. Она переключается настолько мягко. И она, кстати, не задумчивая. Вот если ей давать в полик, она прям практически тут же переключается на пониженную передачу. А если прям сильно давишь, прям ты чувствуешь, что она на несколько передач перескочила, по оборотам прям видно, что они сразу вверх ушли. Вот мы сейчас едем по дороге вот с этими вот возвышенностями, типа полицейских лежачих. И вот смотри, ты насколько комфортно, по брусчатке там проехали, да? И ты едешь абсолютно, даже можно не тормозить на этих неровностях. Машина очень мягкая, очень комфортная. Ну, Мерседеса не бывает некомфортного. Я не ездил прям на всех Мерседесах, но на тех, на которых ездил, они очень комфортные машины. Если они не будут комфортные, то я тогда не знаю, кто То еще. что будет? Да. Хозяин машины сказал, что у него есть вторая машина. И вторая машина американская. Новый джип Grand Cherokee. И вот ему по шумоизоляции больше нравится Grand Cherokee. Он говорит, что здесь шумкой не так, как бы он хотел. Я не вижу проблем никаких. Ну, мы пока медленно едем, не Может, знаю. у него идеальный слух какой-то? Но он очень такой дотошный к машинам человек. Он любит, чтобы все было вот просто идеально. И вот мы по лужам едем, ты слышишь особо шум какой-то? Нет. И я не слышу. Для тех, кто рассматривает машину как вот к покупке на вторичном рынке, на что в этой машине нужно обратить внимание при покупке? И на всех машинах с маленьким объемом двигателя, с турбиной и раскрученными вот такими там до 200, до 300 лошадей двигателями из 4 цилиндров, из 2 литров вытянутыми, это очень такие горячие движки. Они до такой степени там все нагревается под капотом, потому что двигатель пашет как не в себя, он вообще как, раб на галерах, короче. Из-за того, что соты в решетке радиатора крупные, забивается, у нас здесь может быть нет, а где-то в другом климате забивается мусором радиаторы. Их нужно промывать вовремя. Если их не чистят, не промывают, из-за того, что тяжелее машине охлаждаться через радиаторы, постоянно на больших оборотах работает фен, вентилятор охлаждения. Вот тот, который включается с первого оборота, который в спокойном режиме работает, на повышенные обороты включается и постоянно маслает на повышенных оборотах, потому что забиты эти радиаторы, чтобы охладить машину, держать температуру нормальной. Из-за того, что он постоянно работает на износ, он выходит из строя. То есть это надо обратить внимание при покупке, посмотреть, чтобы этот вентилятор имел 2 скорости и мог в них работать, потому что просто он бывает в одной скорости заклинил и погнал. И значит, он скоро вообще выйдет из строя. Это не дешевая запчасть, и поменять ее тоже не дешево. Плюс по подвеске, если, допустим, на машине вот здесь пробег практически никакой, там 13 тысяч миль. Если на машине там ближе к 100 тысячам километров, то можно посмотреть, проверить сайлентблоки и сзади, и спереди. Можно посмотреть шаровые, потому что подвеска работает очень мягко. И если будут какие-то неисправности, то уже теряется ее плавность хода, нужно ее ремонтировать. Поэтому перед тем, как покупать это все, желательно тоже проверить. Что еще? По двигателям, кстати, вот смотри, куда-то докоснулся, бах, видишь, вот это вот тачпэд, его блокировать надо. По двигателям
Ну вот насколько я смотрел перед обзором, я вообще не нашел ни одной жалобы на эти четырехцилиндровые движки. Да и на шестицилиндровые движки, вот эти современные, вообще ни одной жалобы. Единственное, что меня удивило, то что я видел пластиковые крышки клапанов на движках. Ну, это как бы вот на Ниссанах, например, на многих. Я когда это увидел, я думаю, ну куда, блин, пластиковая крышка. Ну, они ездят, да, их там бывает менять надо, но они ездят. Я когда узнал, что здесь, вот на этом двигателе, поддон пластиковый, прикинь, пластиковый поддон, это вообще интересно. Причем на предыдущем кузове, на GLE, на движках поддон был того же размера, что здесь, и он был металлическим. На GLS там эти двигателя такие же ставили. Там металлические поддоны, а здесь пластиковый. Ну, то есть, до какой степени мы пошли в мир экономии, что они уже стараются везде абсолютно. Скоро вообще полностью весь двигатель пластиковым будет, Да. понимаешь? Ну, короче, пластиковый поддон такая себе история. А с другой стороны, нет пока что особых жалоб, никаких жуков, багов вот в этих двигателях нет, которые можно было бы сказать, вот у них есть болячка. Я не нашел про эту информацию нигде. Получается, на этой машине болячки даже вот с этим вот четырехцилиндровым двигателем нету. Или они тщательно скрываются. Нет. Вот я отзывы владельцев почитал, специально не поленился, думаю, если машина бэушная, чтобы мы дали какую-то информацию людям при покупке, куда обратить внимание. Ну вот на двигатель никто не грешил. Единственное, на дизельной версии есть какие-то там варианты с каким-то дизельным насосом. Я так и не понял, что это за насос, потому что я в дизеле вообще ничего не рублю. Там есть какая-то проблема, но она настолько была небольшая, ее там, короче, по отзыву решали эту проблему. Были реколы, на которых все это устранялось, на ранних пробегах. В общем, тоже особо внимания на это не стоит обращать. По коробке та же история. Это вот коробка 9-ступенчатая, не имеет никаких проблем, по крайней мере на сегодняшний день особо проблем с ней никто не выявил. И, кстати, спереди на подвеске, уже там ближе к 100 тысячам, можно еще посмотреть внимательнее на амортизаторы. Могут тоже где-то начинать подтекать амортизаторы. Короче, у нас погода испортилась, не будет красивой панорамы. Ну вот серый. А вот в эту сторону можешь снять? Посмотри, как красиво. В хорошую погоду лучше видно. И вот отсюда вид на океан, короче. Вот говорят, что в хорошую погоду отсюда Африку увидеть можно. Ну понятно. Вот с моста, если прям зрение хорошее, прям Африку видно. И там африканцы стоят и вот так машут. Типа, а что у вас там с иммиграционкой? Когда решим вопрос? Очень комфортная, мягкая машина. Я не знаю, что по шумке не нравится хозяину машины, но... Вот на неровной дороге колеса дают. Типа. Шум? Даже не шум, вибрацию. Вибрацию, шум. да. Но тут неровность какая, как стиральная доска такая. Вон еще. Блин, такой радиус разворота, смотри какой. Прям маленький. Мне кажется, она на месте разворачивается, не? Да. Офигеть. Давай меня сейчас это. Затошнить тебя? Конечно. Так. Вестибулярка уже Понятно. ни к черту. Но двигатель не противно слышно. И он, честно говоря, вот пока мы ехали в спокойном режиме, вообще никак не давал о себе знать. Вот только сейчас, когда я уже в полик нажал, он немножко зарычал. И он рычит вот примерно как и на Вольве у меня. Вот они какие-то похожие. И по разгону там как-то близко. Не отвратительный звук. Конечно, хотелось бы хотя бы шестерку звук, а лучше восьмерку. Ну, слушай, хотя бы он не орет. Ты помнишь, как мы вот с вариаторами японскими Да. в четырехцилиндровых движках? Это же просто отвратительно. Ты сидишь и плакать хочешь, и тебе уже не хочется вообще никуда ехать. Ну, люди мучаются. Люди просто, Привыкают. многие не знают другого. Да, Не с чем сравнить. Когда кто-то начинает, вот в комментариях бывает,
высказываться в плане, что ты хочешь, а какое должно быть. Терпи. Все познается Зачем в ты её сравнении. купил? Да. Если ты, конечно, сел со старенькой Лады какой-нибудь или со старенького первого корейца какого-то в какую-то там, не знаю, свежего японца, тебе может показаться, конечно, небо и земля, и все хорошо. Если ты попробовал что-то более-менее нормальное, ты потом, конечно, будешь ощущать себя ущербно в машине, которая, в принципе, стоит-то недешево. Вот Краун 60 штук она стоила. Да, да, 65, да? да. Ну вот. Что такое? вот и я- Вот эта машина. да. Блядь, ну и вы меня, конечно, извините, ну, у меня язык даже не поворачивается их в одном предложении поставить. Да. Это просто даже не небо и земля, это вообще ад и рай. Ну как? Как? Ну там же вечность. Ну мне не нужна вечность в аду, блин, понимаешь? Там вечность и там инвестиции, не забывай. Ну вот то, что инвестиции, ну я как и сказал, знаешь, вот, например, если я буду покупать такую машину, вот я ее куплю там годовалую, вот Ты с уже таким вот чуть-чуть пробегом, подсэкономил, да. я уже прям конкретно Да, да. сэкономил. Если эта машина стоила в районе 75, там где-то вот так, там под 8, ну 75, скажем, то купив ее там через год, я за нее отдал 60, там, Да. грубо говоря. Смотря там опять-таки пробеги, я точно не говорю, но где-то так. Приятная машина во всех отношениях. Если еще и она на самом деле, как о ней отзываются владельцы, пишут отзывы, что она в принципе неприхотливая, вовремя просто делать ей, не менять масло раз в 20 тысяч, Да. а почаще. Желательно. Следить там вот за всеми ее расходниками, вовремя это все обслуживание делать, то почему бы не взять эту машину и не кайфовать? Внешне она выигрывает у любого японца. Ну, нет ни одного японца, который бы выглядел выигрышнее, чем эта машина. Уважение на дороге к этой машине, ну, даже вот у нас здесь в стране, и то Мерседес есть Мерседес, как бы. В любом случае, подъедь ты вот на этой машине или подъедь ты на Toyota Camry, ну, будет большая разница. Да, на маленьких ямках это, наверное, все-таки из-за резины. Да. Низкопрофильно. Да, вот да, шумный асфальт вот Да, этот, да. он вот на больших неровностях вообще Отлично. идеально. А на маленьких начинает тарахтеть. Ну да, есть какие-то, наверное, свои нюансы, блядь, ну куда без них. Зато она внешне выглядит, ну просто бомба же. Да. Я, наверное, понимаю, о чем говорит Гурам в плане шумоизоляции. Возможно, вот именно об этих вот моментах он и говорит. Просто хотелось бы на этой машине, чтобы это тоже не было слышно. Прям Пожалуйста, вот. поставь себе 15-е диски. Ну это ж некрасиво. Резину гигантскую вот такую, что размером с диск. Да, это, я И думаю, всё. что это из-за резины, потому Чисто что, из-за резины. да, потому что я не поверю, что они здесь Не, где-то не, пожалели не, кусок не. шумоизоляции Не, там. не. Я не поверю в это. Ты Я видел, как хочешь? багажник сделан. Двойные. Нет, Одинарные? одинарные. Ну толстые. Толстые. Честно говоря, они здесь такой толщины, как у меня на Ниссане двойные. Надо посмотреть еще, знаешь что? Насколько накачаны колеса. Они могут быть перекачаны. И вот такой звук может идти от того, что колеса перекачаны, я уверен. Кстати, смотри, вот я искал, где открыть, закрыть, открыть машину, ну, замкнуть, отомкнуть, как сказать. Ты видишь, я не спрятан. Да. А я с непривычки, короче, я такой, раз, нету, тут посередине нету. А они там в глубине. Ну, логичное место, просто я не привык, не знал. Ну да. О, фарками он тебе, смотри, как. Да, не забудь ключи, говорит. По сигналу. Мерседес не сигналит. Он не сигналит стоя. А если надо? Ну, значит, не надо. Ну громкий. Сигнал офигенный. Помнишь, раньше были сигналы? Та-та-та-та-та-та-та-та. Разные были. Я не помню, в каком году купил себе шестерку, и там стоял вот это та-та-та-та-та. Я приехал на район показать машину всем. Все начали очень громко смеяться. И первое, что мы сделали, поменяли сигналы. Логично. Смотри, у нас здесь, короче, есть и шумочка.
и упорчики, естественно. У нас здесь есть всякие резиночки, которые стараются двигатель держать в чистоте, уплотнители всякие. Ну вот двигатель вот маленький, вот эту если убрать штучку, он, горячая, он малюсенький, он нагревается сильно, видишь, здесь все как закрыто, чтобы он не грел тут все подряд, чтобы эти бачки все не рассыхались. Шумка там сзади, везде все четко. Куда обращать внимание, на этот вот вентилятор надо, что у него две скорости именно работают. Слушай, где у нас батарея? Под жопой пассажира переднего? Понятия не имею. Единственное, что я знаю, что здесь вот у нас прикуривать раз, Это понятно. плюс и минус. Ну вот может кто-то не знает. Вот он минус торчит, вот он плюс. Батарея, ну у мерседесов они любят извращаться. Не то, что под задним сиденьем. Нет, Бывает под передним передним пассажирским. пассажиром, да. Это просто караул. Да, это Просто пиздец. караул. Это было в предыдущем кузове у GLE. Да. У нас есть, кстати, обзор на предыдущий кузов GLE, тоже посмотрите. Это машина из одного из членов моей семьи, и мы там меняли батарею. Я знаю, что такое. Это был просто кошмар. Мы ее, во-первых, искали долго, Да, понятно. пока на YouTube не начали искать. искать. А оказалось, пришлось резать карпет. Он пока с завода машина, пока ни разу на ней не меняли, Охренеть. она под карпетом, потом там надрезаешь, там есть место, где Они надрезаешь. верят, что она вечная. Наверное. Я хочу найти бачок омывателя, вот он. Нашел. Нашел. Так, сбоку удобно очень раз. С водительской стороны не очень удобно. С пассажирской для безопасности надо. Здесь у нас дырки вот такие, смотри, я не люблю эти моменты. Да, есть немножко. Вот с этой стороны турбина, вон она. Вот она стоит. Посмотри, как идеально ухоженная машина, на солнце краска. Здесь ни одной царапины нет, посмотри. Зря в гараже стоит. Да. Да, ты шо, как будто кто-то Как будто бы танк выстрелил. Ну солидно же. Да. Закрылась так, как будто бы там 12-котловый движок стоит. Ну что, солидно, красиво. Офигенно. Вот вторая скорость включилась на На вентиляторе. фене, да. И тут вот тебе Мерседес везде. Ну здесь, естественно, я даже об этом не говорю, здесь все диодное. Я надеюсь, по крайней мере, слушай. Ничего себе. И прикольно, что здесь нормальная крутилка. Да, и тут надо нормальный Бенсли. Ну, Дорогой. вон, 91-й, нахуй, минимум. Да, да. Минимум, будьте добры. Вот тебе колеса надо накачать на 31 PSI. Да. Максимально 38, сзади 44. Ну вот видишь, у Мерседеса даже мелочь, а приятно. Да, да. Из того, что мы успели увидеть за время наших обзоров, по нынешним деньгам, например, если сейчас эту машину вот с этим пробегом можно взять где-то там за 60 косарей, да? Или пусть даже пробег будет там на десятку больше. И я с превеликим удовольствием потрачу этих 60 тысяч вот на эту брычку, чем на любого японца. Ну, это вот лично мое мнение, никому не навязываю, но я себе так считаю. Потому что гораздо больше эмоций эта машина тебе дарит, гораздо больше удовольствия ты получаешь от езды на ней, от того, что ты вот на нее смотришь. Это один из тех вариантов, когда ты отходишь от машины и ты типа повернулся на нее, как все говорят, типа повернулся, не вот я повернусь на нее. Из-за того, что люблю ковыряться сам со своими машинами, я хочу, чтобы эта машина была этого достойна, что я с ней ковыряюсь, там, знаешь. Ну, я ее люблю, ухаживаю за ней, там, делаю ей там профилактику какую-то. А если я покупаю какое-то корыто, которое, у меня вообще душа к нему не лежит, просто у меня в голове, ну, я ее продам дорого через год. Да нахуй тогда вообще жить, если ты только на это рассчитываешь всю свою жизнь. Друзья, все, на этом мы откланиваемся, потому что нам надо искать новые машины для вас. Вот такой вот у нас получился обзор. Пишите ваши комментарии, что вы об этом думаете, об автомобиле. Кому нравится, кому не нравится, кому, короче, как, у кого какие мысли. Кому, если не нравится, то и почему тоже напишите, будет интересно почитать. Еще раз напомню, подписывайтесь на нас в Telegram и в Instagram.
В Телеграме я как могу отвечаю, когда есть время, выставляю что-то. В Инстаграме Серега в свободное время валит тоже все подряд и отвечает на ваши вопросы. Ну и благодарность моему другу Гураму за автомобиль, который он предоставил. Скоро снимем ее вторую машину, я надеюсь, будет время. Ну и, пожалуй, все. Остается только пожелать вам всего самого наилучшего, всего доброго. И чтобы у всех была возможность купить автомобиль тот, о котором он мечтает. Чтобы у всех, у нас были такие возможности. Все, на этом всем вам всего хорошего, до свидания и до новых встреч, пока. На стекле утро просыпается медленно. Хрупкие звуки, сильный холод. Люблю кашу Геркулес и гоняю Мерседес. Люблю кашу Геркулес и гоняю Мерседес. Где она сейчас? В ее ладонях руль дрожит. Сквозь город без оглядки просто путь. Люблю кашу Геркулес и гоняю Мерседес. 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 Ветер в ее волосах. Люблю кашу Геркулес и гоняю Мерседес. Звук машин, ветер ее волоса.